Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Азимок на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Телеграм-канал. Подписывайтесь и будем вязать вместе интересные вещи. Сегодня смотрите, какой у меня красивый следочек. Вот такая вот идейка. Этот узор мы с вами вязали таким узором жилет. Кто помнит, тоже в зеленом цвете, более темном. Это цвет мяты, слонимская пряжа. Предлагаю связать. Вяжется очень просто и легко. Для начала нам нужно с вами набрать в кольцо 15 столбиков с одним накидом. Из них сделать 30 и 45. Что значит из них? Увеличить. То есть мы делаем кольцо. Крючок у меня 2,75. Расход на слитки грамм 50, а то может и 45. Совсем немножко. 3 воздушные петли — это столбик с накидом. Наша задача набрать 15 столбиков с одним накидом, затянуть кольцо. Это наш будет первоначальный круг. Набрали 15 столбиков, затягиваем нашу ниточку, присоединяемся в самый первый столбик, там где 3 воздушные петельки, в третью воздушную петельку присоединились. Так, теперь наша задача связать 30 столбиков. 3 воздушные петли — это столбик, в это же место вкалывания еще один. То есть в каждый столбик нужно провязать 2 столбика. В каждый столбик считаем 1, 2. Это у нас второй ряд. В третьем ряду нам нужно сделать увеличение таким образом. Вот наш второй ряд. 1, 2 столбик, 1, 2 столбик, 1, 1, 2. А в третьем ряду мы провязываем в одном столбике столбик, а во втором увеличиваем. Столбик, увеличиваем. И получаем 45 столбиков с одним накидом. Это примерный объем, толщина на взрослую ножку. 3 рядочка мы провязали. Потом 1, 2, 3, 4, 5. Вяжем просто ровно по кругу, ничего не увеличивая. 45 столбиков по кругу. И потом делаем распределение на узор. Связали вот такой мысок в нашу основу. И теперь наша задача провязать красивый узор. 3 воздушные петли подъема. Что мы делаем? Еще 2 петли, так как узор. Пропускаем 1, 2, 3 столбика. В 4-й столбик вяжем веерок. 1, 2, 2 воздушные петли, 2 столбика, 2 воздушные петли, 2 столбика, 1, 2, 2 воздушные петельки, внизу пропускаем 1, 2, 3 и вяжем 3 столбика с одним накидом. Все столбики идут. 1, 2, 3, 2 воздушные петельки пропускаем, внизу 3 столбика, 4 вяжем веерок. 1, 2, 2 воздушные петельки, и в это же место вкалывания еще 2 столбика, 2 воздушные петельки, внизу пропускаем 3 столбика и вяжем. Вот наш весь узор и состоялся. Смотрите, вот он. Все так просто. Теперь вяжем по кругу до этого момента. То есть наш узор по центру есть. Теперь наша задача провязать просто столбики с одним накидом. Второй рядок мы провязываем абсолютно так же. А вот в третьем ряду уже будут изменения. 3 воздушные петли подъема. И провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 воздушных петель. У нас веерочки, первый, второй ряд, под низ, в центр веерочка самого первого. Столбик без накида провязываем, поворачиваем к себе арочку и вяжем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 провязали, уложили. Веерочек вяжем как есть. У нас остается неизменным 2 воздушные петли. И еще 1,
и 2. Веерок провязали, теперь опять нам нужно связать вот такую красивую арочку. Набираем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 воздушных петель. И точно так же закрепляемся во втором, вот снизу, вот, да, в самый первый веерок. Разворачиваем вязание, чтобы было удобно. И провязываем арочку 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провязали, поворачиваем вязание к себе. 3 столбика по факту, как они у нас есть, мы их вообще не меняем. Мы их точно так же вяжем. Точно так же вяжем. Теперь набираем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Подхватываем второй снизу такой столбик и вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Поворачиваем вязание к себе, веерок провязываем. То есть здесь вот так вот все просто. Веерочки, все столбики, они все сохраняются. Мы просто вяжем воздушную арочку и на ней столбики без накида. И получается вот такая красивая идея. Вот. В одном ряду мы будем вязать с вами просто веерок без обвязки. В одном. Во втором ряду мы будем делать обвязку за второй столбик, за второй веерочек, вот это место. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Столбик без накида. Разворачиваем к себе арочку и вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Вот. Разворачиваемся и вяжем просто столбики по кругу, как они у нас есть. Довязала рядок до конца, присоединяюсь. Тут у меня 3 воздушные петли подъема были, 3 воздушные подъема делаю, разворачиваю, я вяжу по кругу в противоположную сторону. Можно вязать все время по кругу. Если вы решите вязать не поворотными рядами, 3 воздушные петли набрали и 2 воздушные петли узора. Продолжаем вязание. Точно такой же наш веерочек. Никаких лишних новых движений у нас нет. Мы вяжем веерок, 2 воздушные петли, 3 столбика, 2 воздушные петли, веерок, 2 воздушные петли, столбики. Все. То есть один рядочек мы будем вязать просто, без вот этой красоты, а один рядок мы будем вязать с красотой. Чередуем. Так или этак. Всего у меня получается 1, 2, 3, 4, 5. 5 красивых моментов. Значит 10 рядочков до пяточки. Меняя 2 узора. Первый и второй. Предлагаю попробовать повязать. Я думаю, обязательно у всех получится. Это вообще очень легко. Один рядочек с веерочками, а второй рядочек тот, который мы сейчас с вами провязали. Вот такая красота. 10 рядочков я провязала. Вяжется легко, просто чередую 2 ряда, как мы с вами проговаривали. Один ряд просто веерочки, столбики, веерочки, а второй ряд вот с такой обвязочкой красивой. Провязали 10 рядочков. Это у меня до пяточки. У вас может быть больше, длиннее. Ножки у всех разные. Теперь наша задача провязать пяточку. Мы провязываем вот все наши столбики. Узор оставляется. Туда и обратно на размер вашей пяточки. То есть вяжем, измеряем по своей ноге. Сколько рядов будет, мы просто вяжем туда и обратно, туда и обратно. Посчитаем, посмотрим. И вот я связала туда и обратно. Получилось у меня 6 рядочков. 7-й ряд, смотрите, я связала. Выделила по центру столбики, 6 столбиков связала ровное количество по бокам, и
6 столбиков связала столбиками без накида. Это такая выемка для мягкой пяточки. То есть мы делаем еще один рядочек. Я провязываю все столбики, поделила пополам, провязываю просто столбики с одним накидом до центра, а в центре вяжу столбики без накида, чтобы у нас получилось такое скругление, и пятка была не острая, а такая мягкая. Она смотрится хорошо и носится удобно. То есть вяжем просто столбики с одним накидом. Обязательно посчитайте, выделите центр. Может быть, у вас будет 5, а не 6 по центру. Ничего страшного. И столбики без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Потом довязываем столбики, которые у нас остались. И нам нужно сшить пяточку. Вот этот шов, часто меня спрашивают, мешает он или нет. Он на самом деле не мешает вообще ни разу. Абсолютно. Ниточки мягкие, шов тоже мягкий. Не знаю, честно говоря, мне не мешается. Я все свои следочки ношу, дарю своим родственникам. Все радуются. Никто мне не сказал, что где-то что-то им давит или там мешается. На самом деле ни разу такого не было. Вот, довязываем этот ряд до конца. Теперь на изнаночной стороне вот так вот складываем. Первый столбик совмещаем. И я всегда сшиваю таким образом. То есть я прикладываю вот так вот. И столбик в столбик с одной стороны. И с другой стороны прошиваю столбиком без накида. Опять с одной стороны, с другой прям насквозь прошиваю в одну сторону и в другую, чтобы наша ниточка оказалась вот в этом месте. Резать мы ничего не будем, просто туда-обратно прошили, провязали туда и обратно, выровняли, провязываем воздушную петельку, и нам нужно обвязать за вот эти столбики, которые у нас в лежачем положении, да, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Через каждые 2 полустолбика, а это у нас полустолбики, я предлагаю связать пико. И опять 1, примерно на одинаковом расстоянии 2, потому что здесь нет у нас четких границ столбиков, примерно на одинаковом расстоянии. В третий полустолбик 1, 2, 3 вяжем пико. Примерно 1, 2, 3. 1, 2, 3. Предлагаю такую обвязочку. Можно обвязать просто полустолбиками, можно обвязать столбиками без накида, и в принципе все будет красиво. Можно обвязать на высоту носочка, если вы хотите сделать носочком. Тоже будет здорово. Но тут уже смотрите сами, как вам нравится. Вот что у меня получилось в итоге. Вот так вот я провязала. Пико. По центру я прям сделала, там, где у нас узорчики по центру. Вот. И вот так вот получился следик. Достаточно интересный, симпатичный. На ножке классно смотрится. Мне очень нравится. Расход совсем небольшой, даже меньше, чем 50 грамм. На мой размер. У меня 36 размер, да, маленький. Вот. И такой интересный, красивый следочек. Надеюсь, вам идея понравится, и вы тоже свяжете. Огромное спасибо, если вы досмотрели ролик до конца. Подписываемся на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Telegram. Смотрим видео, приглашаем друзей и подруг, потому что впереди еще много интересного. До новых встреч!